Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Ну что, я тут вижу, есть два легендарных механизма, и это означает что? Правильно, сегодня мы будем пробовать испытывать мою удачу, мою, не знаю, там, карму, все такое. Короче, все мы будем испытывать, потому что, как вы видите, из расширенного пула я убрал шамана, и это, если что, за сегодня моя 6-я каточка. Не знаю, откуда у меня столько нервов играть, но перед тем, как сейчас стартнуть next катку, я попил кофейку, отдохнул, почилил, успокоил свои нервы, потому что из расширенного пула я убрал шаманов, и скажу так, я максимально довольный остался шаманами. Вот прям идеально, если что, это 6-я каточка на сегодня. Надеюсь, в 6-й каточке мне повезет чуточку поинтереснее и получше. Вот посмотрим. Ладно, все, не буду спойлерить больше, не буду раскрывать как бы все детали следующего ролика, а то уже будет неинтересно. Скажу так, следующий ролик это шаманы. Что там будет, узнаете в том ролике. Но контент будет добротный и знатный. Как мы будем играть через гоблинов-мехов? Ну, естественно, через гоблинов-мехов, но в идеале нужно будет стартовать через мехов плюс людей. Почему именно такой билд? Потому что тогда я смогу выйти в ранний уровень. Мне как минимум нужен 9-й. Это вот прям минимум. Минимум минимальный, что мне нужен 9-й уровень. И когда я выйду в 9-й уровень, там я смогу и паролиться, и, соответственно, дальше идти в уровень. То есть одна из двух частей уж точно. На самом деле мне хотелось бы сейчас Фуриона взять, но я думаю такой, да, ладно, не буду брать Фуриона, такое себе. Хотя на самом деле я думаю, лучше бы я взял Фуриончика. Возьму Огра. Возьму Огра, Фуриончика брать не буду. Как я планирую играть? На самом деле я бы хотел использовать метовых героев, таких как Антимаг, либо же Манки Кинг, потому что они мне сделают довольно-таки легкий старт, но главное, чтобы они пришли. Лучше всего пусть придет ко мне антимаг ранее. Приходит ко мне антимаг ранее, я на него предметы переделаю, будет все чики-бомбоня. Кстати, Марси. А что у нас по предметам? Мана. Мана. Я понял. Сегодня у меня из предметов будет мана и еще раз мана. Одной маны мало, будет 2. Делаю как-то вот такой вот стол. На самом деле, если сейчас ко мне придет панда, если мне вдруг придет Манки Кинг ранее, я поставлю 2 волшебников, и у меня будет 4 кунфу со старта. 4 кунфу со старта, ну не под такими предметами, конечно, но тоже будет неплохо. На самом деле, если бы у меня сейчас было 4 кунфу и Марси, например, в двойку, то я бы хотел, чтобы у меня были такие предметы. Это молнии, плюс блинк и плюс мана реген плюс 50, либо же минус армор 6 первого тира. Это было бы идеально, и под синергию кунфу это был бы такой максимально лютый развал, что просто диву даешься. На самом деле, мне хочется попробовать еще ролик записать. Это звери плюс кунг-фу. Что вы скажете на этот счет? Напишите в комментах, что вы думаете на этот счет. Стоит ли мне попробовать потратить свои нервы на то, чтобы записать звери плюс кунг-фу? Давайте, пишем в комменты, не стесняемся. Жду от вас фидбэк. Тинкеров я, наверное, сейчас назад поставлю, потому что у меня есть ЦМ-ка, и под ЦМ-кой они довольно-таки быстро ману нарегенят. Там уже Джаггеру 2 звезды. Там уже неприятные такие столы для меня. Ну ладно, хрен с ним. Заранее не настраиваемся на негатив, заранее мы настраиваемся на позитив, потому что верю, что я не играю на гоблинах мехов, и я верю в то, что гоблины мехи в этой каточке мне приходить будут просто как от зубов отскакивают. На самом деле, хотелось бы поиграть мне еще через цвет, через ее прыжки. Вот взять 2 цветки, кучу дубликатов, все такое, и просто через вот эти вот прыжки поиграть. На самом деле, если придет ко мне 2 ранних цветы, то это будет уже шикарно. У меня есть 2 тинкера, у меня будет 2 цветки. И вообще все прекрасно. Все в жизни будет хорошо. Жалко, конечно, что мне люди не приходят. Очень жалко. Уже сейчас будет 6-й раунд, а у меня нету бафов лового людей. Обидно. Ну и хрен с ним. Короче, поставлю так вот 2 ЦМки. Просто выйду в ранний 6-й уровень. Я выхожу в ранний 6-й уровень, чтобы получить призрачную надежду, что ко мне придет какая-то хорошая фиолетовая фигура. Например, антимаг. Ну, например. Например, антимаг. На самом деле, что-то как-то по гоблинам мехам пока что все грустно. Нету их. Нету. Но, кстати, там, судя по статистике персонажей, не только я один такой хитрый, что хочу попробовать через гоблинов мехов сыграть. Там еще есть один персонаж, который хочет сыграть через гоблинов мехов. Ну ладно. Ну ладно. А мы задушим Фуриона в 2 звезды или не задушим? А ну-ка. Задушим или не задушим? Ставим ставки. Пишем в комменте, душанем мы Фуриона или не душанем. Я ставлю ставку, что мы не душанем его.
Да. Ой, как неожиданно и приятно. Короче, ребята, если у вас есть Фурионов, 2 звезды со старта, есть Рок войны и все такое, то юзайте эту тему. Кстати, спасибо за человека. Вот теперь можно поиграть сейчас и через людей. Сейчас будем максимально быстро выходить в уровень. Жалко, конечно, что мне баф людей не пришел с самого старта. Вы прикиньте, на втором, точнее, ну ладно, на третьем раунде, на третьем раунде у вас фуловый баф людей. Насколько это мощно? Это просто, ну, это реально очень мощно, потому что, смотрите, с третьего раунда по 10 включительно, вы на лоу уровне. Вы можете в тупую не покупать уровень, либо же покупать, выйти в ранний 6-7, вообще в максимально ранний 6-7. И при этом за 7 раундов вы получите 14 опыта. Вы прикиньте, что такое на третьем раунде найти фуловый баф людей. А если, дай бог, вам повезет, у вас еще будут мехи, которые дадут вам халявные роллы. А если, дай бог, у вас еще получится собрать баф людей, вы еще, они еще, там еще. Нормально. Короче, если найти фуловый баф людей довольно-таки рано, можно в такой уровень максимально быстрый выйти. Еще и с винстриком, на минуточку. А если вы еще и антимага найдете, то есть, допустим, представьте, что у вас стол. У вас 7 уровень, ну, давайте на 6-7 раунде у вас такой стол. У вас фуловый баф людей. Такое возможно, если что, да, в действительности такое возможно. И у вас есть антимаг. Ну, в единицу, с хорошими предметами. Кайфово? Я считаю, сильно кайфово. Очень даже кайфово. Там, кстати, чел играет через 2 фурионов 2 звезды. Радует ли это меня? Очень. Очень радует. А что-то типа мне резак придет сегодня. Ну, я хочу своего ризотто. Хочу свое ризотто. Где мое ризотто? Где моя кастрюля? Где моя кастрюля с резачком? Хочу резачка. Дайте резачка. А может сейчас? Давай. Резачок. Ну? Цвета? Ха. Ну, можно и цвету. Я не против. Можно и цветку. Кстати, напишите в комментариях, что можно такое интересное собрать, необычное, но только чтобы это тащило. Напишите в комментах, какую бы хотелось вам сборочку увидеть. Только сделайте это, ну, под текущую мету, потому что в текущую... А, понял, там Оверлорд. Посмотрите, что у него за стол. Мало ли того, что вот этого 2 КК какой-то непонятный стол с 2 фурионами, которого он заспамит, будь здоров. Так у него там у Оверлорда еще фуловые мехи, гоблин, ну... Короче, там у него жесткий стол. 2 цветки, которые будут на лицо прыгать. Неприятно. Очень неприятно. Ладно. О, и у меня 2 цветки. Спасибо. Спасибо за 2 цветочки. Спасибо. Я польщен. Блин, мне как бы... Сейчас мобы, ну, я что-то как-то не особо уверен, что я смогу с людьми затащить баф мобов. О, точнее, мобов. Гоблин мех. Халявный ролл. Может уровень выйти. Значит, как-то не особо верю в то, что если я сейчас поставлю баф людей, то я смогу как-то затащить. Какой-то слабоватый у меня стол пока что для текущего. Не, я пока не буду ставить баф людей, потому что, смотрите, я не верю в свой стол. У меня предметы не очень хорошие, поэтому я думаю, что я откисну от мобов, если я поставлю сейчас баф людей. А с дубликатами у меня как бы шанс еще есть. То есть у меня тогда будет 3 цветки, которые, ну, прыгают, и, извините меня, наносят 2400 урона. Это очень много. Поэтому я именно принял такой мув. Да, потерял 2 опыта, но ничего страшного. Неплохо. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fine Apply Game H6 в белом цвете. Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк,
обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Пока что неплохо. Сундук Джека. Ну да, я возьму сундук Джека. Конечно же, волшебное зеркало беру. Кто вдруг не знает, то волшебное зеркало распространяется на цветы. Я возьму вот так вот уровень. То есть, когда у вас цветка начнет прыгать, то будет скилл цветки работать на вот это вот волшебное зеркало. Короче, вот обратите свое внимание сейчас. Если, конечно, получится. Так, смотрим. Бэм! То есть, видели? Иллюзия цвета с волшебного зеркала работает. Работает на способность первого, ну, цветки, короче. Жалко, конечно, мало урона все равно нанес. Хотя 4000 урона, ну, просто это у него крепкий стол. У него крепкий стол. Довольно-таки хорошо крепкий стол. У него убав орков, еще 4 кабана на суммонил. Ну, у него хороший стол. Добротный такой. Добротный, чтобы нормально разваливать кабину. Обидно, конечно, что не пришел мне. Не пришла ничего. Я мог ее забузить. Кстати, вот это тут волшебное зеркало я могу, если что, закинуть в ЦМ-ку в дальнейшем. И ЦМ-ка будет мне ману в 3 раза быстрее регения. То есть я могу избавиться от пары арканцов вдруг чего, если они, конечно, мне понадобятся. Хосси ливнул. Полностью сролился. Ему, походу, не упало то, что он хотел, и он ливнул. Не, ну, в принципе, войнот, правильно? Хозяин-барин, так сказать. Хозяин жизни. Как хочет, так и делает. А можем мы типа выиграть можем? Или не? А можем? Да? Ну ты тварь, Натинкер, вы увидели? Он в лоу хпшном только что закинул 3 ракетки. Крыса. О, антимаг. Так, ладно, распродаем, наверное, все лишнее. Будем покупать антимага. Только антимага куда мне ставить? Мне некуда антимага ставить. Как по мне, ну, типа антимаг сильный сейчас будет, но у меня на него предметов нету. Вместо кого его ставить, пока непонятно. Я, наверное, пока что его ставить не буду. Пока что ставить не буду. Да, это сильный персонаж даже на текущий момент, но пока что ставить не буду, потому что у меня, ну, нет на него предметов и все. Вы посмотрите, у меня нет ничего на скорости атаки. Прыгайте, прыгайте, мои цветочки. Ну тут я, по-моему, отки снова делаю. Или нет? Или делаю? Или не делаю? Или делаю? Или не делаю? Сдохну. Да? Да. Ну, ладно. Бывает. -1. -1. С -1 я еще смогу смириться. Кстати, 32 монетки. Но я не буду выходить из инкама. Я буду дальше выходить 50 монет, потом с 50 монет начну уже уровень выходить. Пока что все более-менее хорошо. У меня 77 хп, у меня 32 монетки, у меня более-менее такой сильный стол. По крайней мере, получаю по минимуму. Пока что я доволен результатом. Может быть, вот хпшку, либо что-то такое скипнуть. Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Тут доброт у него стол. Вы посмотрите, какой у него плотный стол. У него 4 орка стоит. У него 3 двойки. Одна из которых Лина. Я уже молчу про кабана, который, ну, извините меня, нормально таким пактом носит. Очень жирный стол. 4 двойки. На секундочку, 4. Иди в Ой-ой-ой. Видели, что произошло? Только что Огр накинул на орка-охотника вот этот свой баф, и он насумонил мне еще 2 кабана сверху. Ну, тварь. Исконно чистая тварь. Мудак. Как мы таких называем, а? Сейчас, кстати, можно будет волшебное зеркало закидывать в ЦМ-ку, чтобы она ману регенила. Но я думаю, на мобов нет смысла это делать. Имеет смысл... Кстати, я только что, если что, антимага случайно продал. Я... Ну... Забудьте. Только что случайно продал антимага.
Кто молодец? Я молодец. Я его выделил, короче, и... Ах, забудьте. Просто забудьте все. Забудьте. Сделал огромный косяк. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. Продал и продал. Это означает что? Правильно, что буду без мета играть. Мана плюс 50, в принципе, тоже неплохо. Пока что пусть будет. А можно еще блинк? Еще один блинк. Хорош. Буду играть через цвет. Без антимага, конечно, будет не так комфортно и лампово. Но мы, я думаю, справимся. Думаю, мы спокойно справимся с этой проблемой. Мне главное сейчас выходить в уровень. Главное сейчас максимально быстро взять хотя бы 9, на 9 уровне уже ролиться. Либо же 10 в лучшем случае. Так, вот Хоси со своим имбалансным фурионом. Но я думаю, в этот раз я его вынесу. Но в этот раз мы это сможем. Чел ливну... Я не смог ливнутого чела вынести, прикиньте. Да, девочки. Это прикольно. На самом деле это ни хрена не прикольно. Выйду, короче, из инкама, поставлю еще одного умника. И поставлю вот так вот ману в ЦМ-ку. Пусть у меня ЦМ-ка максимально быстро регенит ману, чтобы у меня 2 умника оставались способности, чтобы у меня цветки прыгали. Короче, я думаю, не ошибка. Думаю, это не ошибка. Продать, конечно, случайно антимага — это сверхнавык. Учитесь, ребят. Так, кака со спамером на своем фурионе через богов. А тут я смогу хоть вынести? Ну... Ну добейте. Тварь на тинкере. Знаете, почему тварь на тинкере? Хотя, я думаю, вы и так прекрасно это увидели. Эта тварь на тинкере просто не захотела только что кастовать ракетки куда надо. Она тупо тинкер не смог закастить ракетку в фуриону лоу хпшную. Красава. Хорош. Сильный, независимый. Что-то каточка резко из хорошей ситуации перешла в ужасную. Критичный момент, конечно, был это продать антимагом. Антимаг слишком важен в этом билде. Знаете, как я могу сейчас переиграть всю эту ситуацию? Если сейчас ко мне не будет приходить адекватно, то, в принципе, я могу поиграть через просто обычных цвет и через лютый прокаст. Ну, кстати, да, я могу так и сделать, потому что, смотрите, тут есть тай, тут есть дух пятерка, тут есть энигма, квапа. В принципе, замечательно. Реально можно будет поиграть красиво. Ну да, в принципе, это все. Это тут есть тай, дух пятерка, квапа, энигма. То есть это все то, что мне надо. Все остальное мне не надо. Цветки неплохо. Да, можно будет сейчас переиграть всю эту ситуацию и поиграть конкретно вот на цветах. Просто цветы через дубликаты. Так, пошел, пошел. Надо Хорош. Души его, души. Так, ну тут я раунд забрал. Тут я раунд забрал. Обожаю умника с его отхилом. Красава. Лучший. Умка. Сюда. Сюда. Вот теперь их я, наверное, вместо умников ставлю, потому что там есть антимажек. И мы берем уровень потихонечку. Мы берем потихоньку уровень. Сейчас выходим в 9, и на 9 я буду ролиться. Кстати, пока что я на мобах поставлю людей. Я думаю, нет, киснуть я не смогу. У меня как минимум есть 3 тингера, которых будут закастивать неплохо. У меня есть стенка неплохая.
Ну, давай попробуем. Я думаю, сейчас от мобов я точно не откисну. Плюс халявный ролл получу. И на 9 уровне можно паролиться будет. Правильно? Так, тинкеры, только не подведите. Хорош! Хо-хо-хо-хо-хо. Хорошо закинули. Молодцы. Вот в этот раз я ими доволен. Кабанчики, Хм. А мне не хватает клокверка. Да? Да, мне не хватает клокверка и баф волшебников. Я возьму мету. Мету беру не просто так, я беру мету для того, чтобы хп себе восстановить. Думаю, сейчас у меня будет камбэчная, какая-никакая. Думаю, сейчас настала камбэка. Сейчас посмотрим, буду выигрывать я юзну мету. Если мы не будем выигрывать, то мету не буду юзать. Какой же у него огромный стол. Правда, у него разор стоит криво, но в любом случае, даже с таким кривым разором у него огромный стол. Максимально огромный стол. Стоял бы у него разор немного по-другому, то он бы меня вынес еще быстрее. Но все равно этому не мешает меня выносить. Хотя расстановка у него ужасная. У него вообще билд непонятный. Так, есть. Надо брать уровень, и мне нужен еще один механизм. Так, у меня клокер пришел. Так, один есть. Может выйти сейчас из инкама чуть-чуть и рискнуть. Да, я выйду из инкама, короче, и попробую рискнуть. Так, хорошо, волшебников я нашел. Хватает одного меха. Вот так вот, все. Все, отлично. Так, вот предметы перекину. Так, ну, что ж. Антимаг есть, антимаг есть. Антимаг будет мне катку солить сейчас. Ну и в принципе все. Спектру я, конечно, особо не хочу брать, но пока что возьму, раз легендарный предмет мне пришел. Тьфу, предмет. Легендарная фигура. Как же мне надо выиграть раунд, боже. Так, есть гоблин, отлично. Но вместо кого гоблина? Вместо цемки поставить? Но будет это настолько импактово или нет? Потому что, если... Ну, в принципе... В любом случае, я сейчас не особо тащу. Поэтому, наверное, да. Наверное, пусть дачи им нет. Если сейчас будет хорошо вести, и с первого раза мне придут нужные фигуры, то будет вообще шикарно. Драконий рог такая имба, конечно. Но я возьму пока что бусы. Бусы, потому что мне нужно керрить антимагом. Не успел перекинуть кристалл. Что-то подумал, что у меня в минере нету кристалла. Надо, кстати, минера будет поближе поставить. Выиграю? Давай, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. Надо выиграть. Его надо выиграть. Давай. Неплохой ролл. Очень даже неплохой ролл. Солидный такой ролл. Но я спектру буду скипать. Спектра супер юзлес персонаж. Супер юзлес. Не знаю, как это так сделал расстановку. Ладно, я реально в спектру не верю, поэтому я ее скипну. И мету активирую, потому что я за нее. Но сейчас я должен выиграть. Выиграю или нет? Да, должен выиграть.
Ладно, поспешила с выводами. Походу, я не выиграю его. Я почему-то думал, что я его выиграю. Но мне снес. Обидно. Так, вертолетик даже пришел. Я что-то реально думал, что я его смогу затащить. Потому что, ну как-никак, как ни крути, у меня был в гоблинов. Ну, короче, вынес у меня и вынес. Все. А грустным не будем. Вот то, что, конечно, я в предыдущем раунде мету не нажал, вот это вот плохо. Когда я вынес там типа воина, который был. Вот тогда обидно, что я мету не нажал. Я себе мог какое-никакое, но количество хп восстановить. Ну и ладно. Я пока что, наверное, зеркало перекину в антимага, хоть это будет не очень хорошо. Потому что когда зеркало... Ну, короче, когда иллюзия антимага будет высасывать ману, то антимаг не будет использовать свою способность. Ну, чисто как еще один юнит, который будет просто высасывать ману, пусть будет пока что. Хорош. Очень хорошо. Так, ну, вертолет мне, наверное, не нужен. Ты что, наверное? 100% не нужен. Че, рискнем, попробуем предмет 5-го тира найти, давай. Рапира это круто. Но не сейчас, не в моей ситуации. Рапира сейчас в моей ситуации не нужна. Я думаю, рискнуть мне нужен агоним. Хекс это, конечно, круто, но мне нужен агоним. Маска 5-го тира тоже неплохо. Я сейчас в антимага не особо верю, поэтому маску ему 5-го тира не буду давать. Я больше верю сейчас в Энигму. Так, волшебников я, кстати, продам, поставлю ЦМ-ку и в ЦМ-ку закину сейчас зеркало. Вот так вот. Все, видите? Видите? Хорошо, что я вертолета не продал. Красиво. Красиво. Кстати, у меня еще и бусы есть. Знал бы, что маска придет, так я бы бусы скипнул. Так, а ну-ка, охотника вынесу. ВРК 3 звезд. Что? С маской. Понял. Не было бы у него маски 5-го тира, то я бы, наверное, его и вынес. Плохо все. Топ-1 там интересный бил. У него Джаггернаут 3 звезд, у него немножко магов стоит, и непонятно, что он там такое собирает. Блин, да как же все сделать сейчас красиво. Мне нужна еще одна цветка. Придет еще одна цвета, то я в тупую разберу мехов и поставлю поставлю эти дубликаты. Я не вывожу пока что все эти махинации. Зря я, конечно, апнул цветку. Поспешил. Надо было не апать цвету. Не апнул бы цвету, я бы не был бы сейчас в такой ситуации. Так, вот чел, который меня обычно выносит. Так, Джаггера немножко мы его подсосали. Вынес или не вынес? Вынес или не вынесу? Так, ну маска мы не... Хорош, сюда. Сюда иди. Пошел. 2 хп себе восстановил. Замечательно. Золотой ролл получил. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Какой хороший стол мне сейчас пришел. Я бы даже сказал сверхшикарный. Антимага уже продам, возьму духа 5. Надо тайда, наверное, ставить. Блин, ну мне очень нужна цветка одна. Я надеюсь, что она в скором времени придет. Нужна. Кровь из носа необходима. Мне необходимо это цвета. Только она приходит, вся ситуация сразу из резко плохой в хорошую переходит. Чувака там тоже 2 цвета. Чисто из-за того, что у него 2 цвета, я не могу себе найти цветку. Бог рандома, пожалуйста, давай. Я верю в тебя. Кстати, пока вместо духа 5 поставлю квапу. Как-то в квапу я бы больше верю. Все-таки обезоружь, все дела, диспозицию меняет. Точнее, позиционку врага ломает. Хорош. Я ж вынесу его? Да ну не.
Без еще одной цветы я не могу поставить дубликаты. От этого, ну, будет очень мало прока, если я не поставлю дубликаты. Можно, в принципе, было бы убрать ЦМ-ку. Или убрать голдовые роллы пока что, пусть будет так. Короче, я рискну, я пока что сделаю вот таким вот образом сейчас. Много контроля, много урона у меня, что чистого, так и физического, судя по всему. Да, неплохо. Видели, сколько квапа нанесла? Так, хорошо, пошли, поехали, поехали. Сейчас на 30-м раунде я поставлю этих фуловых мехов. Да! Прекрасно, замечательно, отлично, шикарно. Просто. Развал кабины. Сейчас главное от мобов не откиснуть. Сейчас выиграю этот раунд. Я в тупую распродаю всех мехов. И в тупую ставлю цвет. Все. Поставлю лучший контроль от Тайда. Мне бы Аганим. С Аганимом бы я бы себе духа пятерку кирил. Ну, на самом деле, пока что не кирил бы, я бы кирил Энигму. Энигма более профитная будет в этом плане. Зеркало закинул в Энигму чисто, чтобы были иллюзии, чтобы какой-никакой, но был бы дамаг. Повези. Приди дух пятерка. Дух пятерка. Дух пятерка. Либо же Энигма еще одна. А лучше и то, и то. Отлично. Отлично. Боже, меня сейчас все радует, судя по всему. Так, надо распродать. Распродаем. Вертолетик мне уже не нужен. На голдовых роллах я сейчас далеко не уеду, поэтому я буду делать вот таким вот образом сейчас. Квапу, я думаю, апнуть. Да, надо апать квапу и ее ставить. 2 тайда купить, если получится еще одного тайда купить. Точнее, сделать. Короче, мне бы еще 2 тайда, 2 звезды, было бы вообще шик. Но я слишком уже многого хочу. А может просто апнуть тайда? Поставить. Ну да, давай так и сделаем. Давай так и сделаем. Дискорд возьму, хотя Дискорд мне он не нужен. Хотя, не, Дискорд в принципе пригодится. Почему нет? Смотрите, у меня же дух пятерка бьет дамажит этим магическим уроном. Сейчас я, в принципе, должен уже камбэкнуть. Хотя там такие столы жесткие. Особенно жесткий вот этот вот чел, который играет на охотниках. Чел, который в Фускара закинул сейчас Аганим, это, конечно, сильно. Так, ну-ка. Прокаст. И в могилу. Просто в могилу. До свидания. Кстати, Квапа 3200. 3200 урона нанесла. Я думаю, мастерскую буму взять, потому что... Ух ты. Пока что минерчика я оставлю. Хотя... Да, возьму мастерскую бума. Но я, в принципе, сейчас особо ничего не могу переделать, да? Да, не могу. Только если маску 5-го тира лишаться. Но маски 5-го тира лишаться как-то не особо хочу. Не особо горю желанием. 3200 урона от квапы. На секундочку. 3200. Было бы у меня 2 квапы, было бы вообще замечательно. Вот там у топ-1 такой стол огромный. У него разор в 3 звезды, еще и джаггер в 3 звезды. Но непонятный у него стол. У него там полуорки, полумаги, что-то такое. Ого, там ничего себе, у него там разорчик на секундочку, если что. Разорчик у него там довольно-таки плотный. Заряженный, откормленный. Так, гоблин мех, ты готов? Ты готов к унижению? Ты готов к этой боли? Все, пока. Увидимся в next. Это тебе за то, что ты ко мне приходил. Пока. Обожаю. Да ну... Я рассчитывал на то, что ко мне сейчас придет посох 3-го тира. Я конкретно рассчитывал на то, что ко мне придет посох 3-го тира.
Там чел, который топ-1. Не понимаю, почему. Почему он у него так убил? Почему у него 4 орка и 5 магов? Почему не сделать нормально себе магов? Непонятно. Но самое забавное то, что даже он такой билд имеет, он все равно тащит. Все равно тащит. Так, вот, кстати, он пришел. Фух. А пока что тащу его и я. Это на самом деле... Нет, тащу. Ему бы поставить фуловых магов. Ему... Да что ж такое? Ему бы поставить фуловых магов. Он бы спокойно здесь разваливал всех и вся. И меня бы в том числе он бы развалил. У меня нет магического дефа никакого. То есть у меня сейчас только родной баф магический. Точнее, родной магический деф. Воина я развалю сам. Короче, воина, я думаю, я спокойно развалю. Без шансов. Вот этого охотника будет довольно-таки тяжело забрать, потому что у него довольно-таки неплохие предметы. Но он кирит ВР-ку, поэтому, в принципе, я думаю, спокойно справимся с ним. Самое главное, чтобы у меня все прокасты летели как надо. На самом деле, может было, наверное, стоило мне все-таки оставить на 35-й раунд мехов. Тогда, если бы я оставил бы мехов, то, скорее всего, бы я откис. Так, все, еще -1 воин, пока-пока. Рад был повидаться. Всего хорошего. Я сказал, всего хорошего. Хорош, на минку прям прыгнул. -26, боже, 34 хп себе восстановил, хорош. На самом деле, ну, если бы я сейчас не распродался на 30-м раунде, то я мог бы поставить еще фуловых мехов на этот раунд. Вот этот чел, который Лорд Кинг, я не понимаю, что он забил делать себе. У него сильный, у него ужасно сильный стол, но что он творит? Вообще не понимаю. У него тройка Разор, тройка Джаггера, тройка Лина. И что творит, что делает, непонятно. Какой предмет мне нужен вот из 4-го тира? На самом деле цепочка. Цепочка идеально заходит под моего духа. Рефрешер тоже неплохо зайдет. Что еще? Что еще такого зайдет? Да и вроде бы все. А, Дагон еще неплохо зайдет. На самом деле Дагон не очень. Лучше всего, чтобы мне, конечно, была цепочка 5-го тира, 4-го тира. Но Дагон пришел, поэтому берем Дагон. Берем Дагон. Закинем духа 5-ку, и я думаю, что вот этот гиперстон я закину в духа 5-очку. Может, рискнуть попробовать найти предмет? Но мне нужен агоним. Кровь из носа, мне необходим агоним. Давай, погнали. Рискуем. Все предметы хороши, но мне нужен агоним. Мне нужен агоним. Как закон подлости. Закон подлости в собственном соку. На самом деле, если мне не упадет агоним, будет проблема. Мне нужен агоним и мне нужен посох 3-го тира. Два этих предмета мне кровь из носа необходимо. Боже, как я его стираю в порошок. Но его чисто спасает сейчас маска 5-го тира. А меня, ну, еще его спасает то, что у меня нету нормальных предметов. Ну, у меня есть более-менее хорошие предметы. Кстати, того типа я выношу, а этого типа не выношу. Тот тип уже поставил себе 6 магов. Ну, хорошо, что у него остается один персонаж, который сносит метаблоу. Это хорошо. Хорошо, что не полный стол народу в основном. Тяжелая игра. Сейчас тяжелая игра. 6 магов наконец-то поставил. Но ему бы поставить еще богов сверху, тогда у него были бы намного больше шанса. Хотя предметы у него шикарные. Реально шикарные предметы. Кроме 3 щитов. 3 щита это вообще must have. Дух 5-ка может затащить. Мне нужен посох 3-го тира. И мне нужен агоним. И все, я буду тащить на изичах. Кстати, несмотря на то...
Несмотря на то, что у него такой хороший стол, у этого Лорд Кинга, с хорошими предметами, он все равно проигрывает. Ну, тут он не затащит охотника. Вообще никак. Знаете, мы как можем поступить против охотника? Мы можем попробовать поставить фулл духов, ну 4 духа, или же фулл духов. Хотя фулл духов, я думаю, нет смысла ставить, а вот 4 духа есть смысл ставить. Поставить 4 духа и играть через этого духа пятерку, чтобы дух пятерка брал и выносил их всех. Либо же у меня есть еще одна идея, как мы можем все это переиграть. Короче, смотрите, мы можем попробовать через жрецов сыграть. У него же нету медальона, а у меня есть дух пятерка. И вот этот вот дух пятерка будет брать его любого керри. Ну, тоже такая ситуация, что может не получиться. Посмотрим, короче. В самом деле мне нужен хороший контроль. Мне нужен хороший контроль, чтобы мой дух пятерка его сносил без шансов. Но мне еще нужно не то... Чуточку не хватило. Обидно. Реально чуток не хватило. Просто чуток. Я думаю, все-таки пытаться собрать жрецов сверху. Я думаю, все-таки вот нужно реально жрецов собрать. Я думаю, под жрецами я вообще его без шансов вынесу. Ну тоже, я могу не собирать жрецов. Я могу оставить тот стол, который у меня сейчас есть. Просто мне нужно усилить духа пятерку, мне нужен контроль. То есть мне нужен предмет 4-го тира, вот эта цепочка. Цепочка меня нереально выручит. Плюс не только цепочка. Мне надо, чтобы мой тайт и моя аквапак оставала как надо. Вообще минер уже слабоват. Вот как ни крути, но минер пока что уже слабоват. Минер мало урона наносит. Давайте сейчас посмотрим, сколько минер урона нанесет. Там будут цифры, слезы. Так, оп. Но дух пятерка, конечно, будет здоров, сносит табло. Ну вот сколько минер нанес? Где он? 2400 урона. О май гад. Вот это да. Вот это то, что доктор прописал. Вот это вот замечательно. Посох 5-го тира плюс дискорд. Шикарно. Я хочу вам сказать, что это замечательно. Там чел играет на 9 охотниках, поэтому ему будет сейчас весело. На самом деле, это 9 охотников, он будет посильнее меня. Если у меня не будет взгляда Зеса, то я не смогу никак законтрить. И тоже, мне нужны предметы. Мне нужны сейчас хорошие предметы. Еще лучше, мне нужен хороший прокаст. Поэтому мне нужны... Ну, можно еще духов поискать. Да, нужно найти духа. Придут мне духи. Можно попробовать через 6 духов сыграть. У меня есть 2 легендарных духа. Блин, ладно, посмотрим. Пока не хочу загадывать наперед. Мне нужно, чтобы посох сейчас настакался хоть чуть-чуть. Тайза закину Радик. Радики буду скипать, он не работает сейчас против охотников. Да, там дает оно какое-то энное уклонение, но это все слезы. Энигма 17 тысяч урона. Нормально. Дух пятерочка, хорош. Давайте, духи. Так, жреца покупаем по-любому. Энигма приходит хорошо. Тайт приходит тоже хорошо. И деньги закончились. Плохо. Ну, да, надо скипать. И бусы скипну. Хорош. Спасибо, рандом. Хоть в чем-то ты меня добрадовал. Единственное, что мне не хватает одного духа. Без еще одного духа мне будет тяжело. Из-за того, что у него сейчас есть охотники, он отталкивает мой контроль. Я квапу чуть назад кинул. Все равно плевать. 12 тысяч урона. Рапира. Да! Сюда рапиру.
так вот сейчас сделаю. Блин, вот эта вот расстановка рандомная, это меня больше всего бесит. Когда рандомная расстановка, ты не можешь как бы подстроиться под него. У меня сейчас весь мой прокат зависит только от одного. Сработает ли мой контроль? Нет, нет, Тайт, ну куда ты кастуешь? Ты олень тупой. Я надеюсь, я рапиру сейчас не отдал ему. Пожалуйста, только не отдай рапиру, только не отдай рапиру, только не отдай рапиру. Только не рапиру. Фух. Кстати, на самом деле, посмотрите, насколько хорошо стакаются у меня духи. Вот этот вот дух, элементалист, который чернокнижник, он стакается с энигмой. Неплохо. Блин, если сейчас работает контроль, я его просто испепелю. Рапиру я выложил, я не хочу ему дарить рапиру. Я не буду дарить ему рапиру, не хочу. И, кстати, маску 5-го тира я сейчас перекину в этого духа. Да, держим кулачки, ребят. Держим все вместе сейчас кулачки. Да! Чисто, с прокаста. Минус 32 хп. Ровно столько, сколько у него осталось хп. Я его просто подчистую снес. Красавец, красавец. Ух, какая катка. Хорошая катка. Конечно, не реализовал золотые роллы, но пойдет. Мне больше всего непонятен вот этот вот тип, который играет через, ну, на Лорд Кинге. Вообще непонятен этот тип. Максимально непонятен этот тип. Что собирал, как играл. Он на самом деле подарил просто катку. Он мог здесь подчистую выносить всех и вся. Почему он поступил так, мне непонятно. Может, кто-то в комментариях объяснит, почему он поступил так. Но выносил он добротно всех. До определенного момента. Блин, красивая катка. Тонну эмоций получил сейчас. Красивая очень каточка. Очень красивая каточка. Прям топ. Топ за свои деньги. Кайф. Реально кайфули. Не знаю, мне реально нечего добавить здесь. Это была просто катка, наполненная максимально эмоциями. Мне очень все понравилось. Я прям кайфанул. Вот за это можно и любить авточес. За то, что ты в моменте можешь получить тонну эмоций. Ты можешь сначала кринжевать половину игры, а потом половину игры просто кайфовать нереально, потому что тебе получилось собрать что-то интересное, необычное. Еще ты можешь вынести вот этих вот челов, которые находились в топе. Во! Замечательно. Крутяк. Дух пятерка имба. Особенно под такими предметами, которые были у меня. Аганим, после 3-го тира, достаточное количество контроля, плюс еще и духов поставил сверху. Духов я поставил не просто так. Вдруг кто думает, что зачем я поставил 4 духа, то я поставил их чисто против этого охотника. Охотник наносит много тычек, и, соответственно, шансов то, что он окаменеет, намного выше. А, соответственно, окаменел, получил тычку от духа пятерки. Во! А так как баф 4 духов работает на абсолютно каждого моего юнита, то это вообще шик. То есть баф 4, не знаю, может это зароляло. Я думаю на самом деле, что это зароляло, потому что в моменте просто со старта получили тычку от моего духа пятерки и просто пованшотал половину стола. Хорош. Мне понравилось. Я кайфанул. Все, ребят, все. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем оставлять свои лайки, потому что лайк — это поддержка автора в первую очередь, а во вторую очередь это продвижение роликов, рекомендаций и так далее. Ну, все вы дальше прекрасно, короче, знаете. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что осталось совершенно немного до 2000 подписчиков. Всего лишь 150 человек осталось. Поэтому, ребят, давайте уже достигнем вот эту вот отметку в 2000 человек. Все, всех жду, обнимаю, приподнял. И также, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Он, если что, в описании под видео закреплен, также в комментариях закреплен. А еще на экране у вас появляется QR-код для перехода. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.